Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Елена Ирмина. Сегодня к вашему вниманию я хочу предложить замечательную модель жакета. В этом видео мы с вами разберем принцип вязания жакета. Также я с вами поделюсь всеми схемами и разберем, как вяжется узор и как начинать вязать данную модель. Жакет вяжется не очень сложно. Здесь использовано два вида узоров. Сейчас мы с вами разберем принцип вязания основного узора, которым связан жакет. После мастер-класса я вам расскажу и покажу, как приступить к вязанию данной модели. И специально для начинающих я расскажу, как связать, если вы не умеете читать схемы. Выполним расчеты, сколько набрать раппортов, петель на примере одного размера. И далее вы уже по своим меркам выполните расчеты под свои индивидуальные параметры, замеры. Название пряжи Flowers. Состав пряжи 55% хлопок, 45% полиакрил, 250 грамм, один моток. И в этом мотке 1000 метров. Все схемы расположены в конце данного видео. Досмотрите видео до конца. Для образца набираем цепочку из 29 воздушных петель, длина цепочки, ширина одного раппорта 9 петель, высота 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Приступаем к вязанию первого ряда. Цепочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Пропускаю 4 петли от конца цепочки. 1, 2, 3, 4. В основании 5 провязываю столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаю 3 петли цепочки. 1, 2, 3. В основании 4 вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. 1 воздушная петля. И в эту же петлю провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 4, 5 и 6. 1 воздушная петля. Пропускаю 3 петли цепочки. 1, 2, 3. В основании 4 провязываю 1 столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Значит, раппорт у нас здесь начинается с вязания веерочка. Мы связали с вами один раппорт. Начинается он с веерочка. Сейчас будем вязать второй раппорт. Пропускаю 1, 2, 3 петли. В 4 петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. Вот с этой петли у нас будет начинаться раппорт. Одна воздушная петля и снова провязываем 3 столбика с одним накидом. 4, 5 и 6. Надеюсь, хорошо видно. Сейчас я хочу приблизить камеру. 1 воздушная петля входит в раппорт. Пропускаю 1, 2, 3 петли. В 4 петлю провязываю 1 столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываю 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Все, закончили вязать раппорт.
Давайте еще раз на примере, то есть на схеме мы с вами разобрались с узором. Теперь по факту разберемся. Значит, раппорт у нас состоит из веерочка, это один элемент, одна воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. После 2 столбиков провязали одну воздушную петлю. Переходим к вязанию следующего раппорта. Следующий раппорт у нас провязывается в 4-ю петлю. 1, 2, 3, 4. Вяжем 3-й раппорт. Смотрите, 3-й веерочек. 1, 2, 3. Значит, 3 раппорта. Провязываем 1, 2, 3 столбик с одним накидом. Все столбики вяжутся с общим основанием. 1 воздушная петля. И в эту же 4-ю петлю провязываю 4-й, 5-й и 6-й столбики с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаю 1, 2, 3 петли. В 4-ю провязываю столбик с одним накидом. И в следующую петлю заканчиваем вязать ряд, выравниваем ряд, провязываем 2-й столбик с одним накидом. Давайте рассмотрим узор поближе. Данный узор вяжется не только прямыми и обратными рядами, но также его можно вязать по кругу. Ну, так как мы вяжем жакет, кардиган, то этот узор вяжется прямыми и обратными рядами. Так как мы сейчас будем вязать. Для начинающих, вот на схеме 2-го ряда вы видите, что это выпуклые столбики. Так как мы будем вязать поворотными рядами, то во всех четных рядах вместо выпуклых столбиков вяжутся вогнутые столбики с одним накидом. А если вязать только по лицевой стороне, то вяжутся выпуклые столбики с одним накидом. У меня крючок для вязания номер 2,25. Вяжем 2-й ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И поверх вот этого столбика с одним накидом с задней стороны мы будем вязать один вогнутый столбик. Как вяжутся вогнутые столбики? Я крючок ввожу от себя на себя, огибаю вот этот столбик, возвращаю крючок назад, и получается с другой стороны от меня вот этот столбик с одним накидом предыдущего ряда, он лежит сверху на крючке. И вот поверх вот этого столбика мы вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Вершину веерочка поверх цепочки из 1 воздушной петли провязываю 3 столбика с одним накидом. Так, это у нас начало с вами раппорта. Во 2-м ряду 1 воздушная петля. В эту же вершину веерочка провязываю еще раз 3 столбика с одним накидом. 4-й, 5-й и 6-й. 1 воздушная петля. Сейчас мы будем с вами вязать 2 вогнутых столбика. Опять же, кладем столбик предыдущего ряда сверху на крючок. И поверх столбика вяжем столбик с одним накидом. Подтягиваем его кверху. Еще раз. Значит, крючок от себя на себя. Огибаю столбик. Столбик лежит на крючке. И поверх вот этого столбика вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Все, связали 1-й раппорт узора. Приступаем к вязанию 2-го раппорта. Раппорт начинается с веерочка.
Провязываем первый, второй и третий столбики с одним накидом. Поверх цепочки из одной воздушной петли 1 воздушная петля, и в это же место вяжем 4, 5 и 6 столбики с одним накидом. Одна воздушная петля. Повторяем, провязываем 2 вогнутых столбика с одним накидом. Еще один, то есть подтягиваем каждый раз. Один накид на крючок, ввожу крючок от себя на себя, огибаю столбик, кладу его сверху поверх крючка и сверху вот этого столбика по ребру, получается, столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Вот после вот этой одной воздушной петли заканчивается второй раппорт. Вяжем третий раппорт. Начинается раппорт с веерочка. Поверх цепочки из одной воздушной петли вяжем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, и опять же в это место вяжем еще раз 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, вяжем 2 вогнутых столбика. Опять же кладу столбик поверх крючка и провязываю 1 столбик с одним накидом. Здесь мы будем, так как у нас конец ряда, вместо вогнутого столбика провяжем в третью петлю подъема 1 столбик с одним накидом. Теперь давайте рассмотрим узор. Смотрите, какой красивый цвет у меня получается в начале мотка. Вот так смотрится изнаночная сторона узора. И вот такая красивая у нас будет лицевая сторона. Узор будет такой объемный, немного выпуклый. Третий ряд. 3 воздушные петли подъема засчитываются у нас как за столбик с одним накидом. Далее мы будем с вами вязать выпуклые столбики. Каким образом они вяжутся? Ввожу крючок от себя, огибаю столбик сзади и кладу его сверху на крючок. Провязываю поверх столбика 1 столбик с одним накидом. Связали 1 выпуклый столбик. Значит, во всех у нас нечетных рядах будут вязаться выпуклые столбики, вот в этих дорожках, а во всех четных вогнутые столбики. 1 воздушная петля, между 3-м и 4-м столбиками поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. В это же место поверх цепочки вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Вяжем 2 выпуклых столбика. Ввожу крючок под столбик, кладу его сверху и прямо сверху вот этого столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. Вот при таком способе вязания у нас вяжутся выпуклые столбики с одним накидом. Следующий столбик тоже должен быть выпуклым. Ввожу крючок под столбик, кладу его сверху поверх крючка и прямо поверх вот этого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Связали 2 выпуклых столбика, 1 воздушная петля. Связали 1 раппорт. Приступаем к вязанию второго.
Второй раппорт узора у нас начинается опять же с вязания веерочка. Это у нас второй по счету. Второй веерок, значит, начало второго раппорта. Между третьим и четвертым столбиками поверх цепочки из одной воздушной петли провязываю 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. И в это же место вяжем 4, 5, 6 столбики с одним накидом. Одна воздушная петля. Вяжем 2 выпуклых столбика с одним накидом. Первый и второй выпуклый столбик. 1 воздушная петля. Связали второй раппорт. Приступаем к вязанию третьего раппорта. Начинается раппорт с веерочка. Провязываю поверх цепочки из одной воздушной петли 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. В это же место вяжем 4, 5 и 6 столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Провязываю поверх вот этого столбика выпуклого 1 выпуклый столбик с одним накидом. Заканчиваем всегда ряд. Вяжем в третью петлю подъема 1 столбик с одним накидом. Посмотрите, как красиво у нас вяжется узор. Четвертый ряд будет вязаться точно так же, как мы вязали с вами второй ряд. Четвертый повторение второго. И так как это у нас четный ряд, то вместо выпуклых мы вяжем вогнутые столбики с одним накидом. Приступаем к вязанию четвертого ряда. 3 петли подъема засчитываются как за столбик с одним накидом. Вяжем 1 вогнутый столбик. Для этого мы кладем столбик поверх крючка, но только с обратной стороны узора, то есть с лицевой стороны. Хотя сейчас мы вяжем с вами по изнаночной стороне узор. 1 воздушная петля. Между третьим и четвертым столбиками вяжем поверх цепочки 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. В это же место вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Заканчивается раппорт. Вяжем 2 вогнутых столбика. Первый столбик, вогнутый подтягиваем, и второй вогнутый столбик. Это когда у нас столбик лежит на крючке с задней стороны, и мы вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Все, связали раппорт. Приступаем к вязанию второго. Вершину веерочка вяжем веерок, 3 столбика с одним накидом, одна воздушная петля. В эту же вершину веерочка провязываем 4, 5 и 6 столбики с одним накидом.
1 воздушная петля, вяжем 2 вогнутых столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, связали 2 раппорта, вяжем 3. Вершину веерочка 3 столбика с одним накидом, одна воздушная петля, и в это же место вяжем 4, 5 и 6 столбики с одним накидом. Одна воздушная петля, вяжем 1 вогнутый столбик, и второй столбик у нас будет 1 столбик с одним накидом. Отсчитываю 1, 2, 3 петли, в основании 3 петли вяжем столбик с одним накидом. Вяжем 5-й ряд узора по лицевой стороне. И теперь мы вот эти веерочки будем размещать в шахматном порядке. Все точно так же, только в шахматном порядке вяжем. 3 воздушные петли подъема засчитываются как за столбик с одним накидом. Далее вот между столбиками вот в это место вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. С учетом 3 петель подъема у нас связано 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. Вершину веерочка вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. Между выпуклыми столбиками, вот здесь, вот в это место, прямо вот так вот ввожу крючок и вяжем веерочек. А веерок у нас с вами состоит из 6 столбиков с одним накидом. Значит, провязали первых 3, потом 1 воздушная петля, и в это же место вяжем еще 3. 4, 5 и 6. Одна воздушная петля, вершину веерочка вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля, между выпуклыми столбиками вяжем веерочек. 3 столбика с одним накидом. Девочки, если вы считаете, что я быстро вяжу, пожалуйста, в настройках плеера, там где шестеренка, уменьшите скорость воспроизведения видео. 1 воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Выберите скорость более комфортную и удобную для вас. Одна воздушная петля. Здесь между 3 и 4 столбиками поверх цепочки из 1 воздушной петли вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. Между столбиками провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3,
4. Все, связали 5 ряд. И вот с 5 по 8 ряд у нас будет вязаться узор точно так же, но расположение элементов будет уже в шахматном порядке. Видите, он какой объемный получается. Интересный. Идеален для жакетов, жилетов и кардиганов. Они будут очень красиво смотреться. Вяжем 6 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Засчитываются как за столбик с одним накидом. Теперь между первым и вторым столбиками вот в это место провязываю 3 столбика с одним накидом. Всего должно быть 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. Теперь смотрим. Так, у нас это по счету какой ряд? Получается четный. А во всех четных рядах мы вяжем вогнутые столбики с одним накидом. Значит, провязываем первый вогнутый столбик, второй вогнутый столбик, подтягиваем столбики кверху для красоты узора, 1 воздушная петля, и вершину каждого веерочка мы в следующих рядах по 8 ряд будем всегда вязать точно такой же веерок, состоящий из 6 столбиков с одним накидом. 3 столбика провязала, 1 воздушная петля. В это же место провязываю 4, 5 и 6 столбики с одним накидом. Одна воздушная петля. Вяжем 2 вогнутых столбика с одним накидом. Первый вогнутый столбик и второй вогнутый столбик. 1 воздушная петля. И здесь также мы из вершины веерочка вяжем точно такой же веерок. 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. И в это же место провязываю еще 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Далее провязываем 2 вогнутых столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. Между, получается, 3-м и 4-м вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, 4. Все, связали 6 рядов и проверим с вами, что же у нас получается. Так выглядит изнаночная сторона узора. Значит, у нас все четные ряды будут изнаночные, а все нечетные лицевые. Вяжем по счету 7 ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на лицевую сторону. Это 7 ряд у нас нечетный, лицевая сторона.
Между первым и вторым столбиками провязываю 3 столбика с одним накидом. Всего 4. Получается 1 воздушная петля. Вяжем в нечетных рядах выпуклые столбики с одним накидом. Первый выпуклый столбик и второй выпуклый столбик. Одна воздушная петля. Поверх веерочка провязываю 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, и в это же место вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Поверх выпуклого столбика провязываю 1 выпуклый. Поверх второго выпуклого вяжем 2 выпуклый столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Это у нас по счету какой раппорт? Здесь у нас 2 полных и 1 по половинке. Значит, далее вяжем веерок, 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. В это же место провязываю еще 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Поверх столбиков провязываем по одному выпуклому столбику с одним накидом. 1 воздушная петля, и здесь вот мы каждый раз заканчиваем ряд с 5 по 8. Все время в конце ряда вяжем по 4 столбика с одним накидом. Все, 4 столбика я связала. Осталось нам с вами связать 8 ряд. 8 ряд, крайний ряд раппорта. 8 ряд вяжется так же, как 6. Точно так же. 3 воздушные петли, разворачиваю вязание на другую сторону. Между первым и вторым вяжем 3 столбика с одним накидом. Начало вязания здесь с 5 по 8 ряд тоже оно одинаковое. 1 воздушная петля. Это у нас с вами четный ряд. В четных рядах мы вяжем выпуклые столбики с одним накидом. Первый столбик выпуклый, вернее вогнутый, и второй вогнутый столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Вершину веерочка провязываем 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. В это же место вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Провязываем 2 вогнутых столбика с одним накидом. Значит, первый и второй тоже вяжется как вогнутый. А с лицевой стороны узора они смотрятся как выпуклые. 1 воздушная петля. Вершину веерочка провязываем 1, 2 и 3 столбики с одним накидом.
1 воздушная петля, в это же место провязываю еще раз 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, вяжем 2 вогнутых столбика, первый и второй тоже вяжется как вогнутый. 1 воздушная петля и заканчиваем ряд. Все время, начиная с 5 по 8, одинаково провязываем между 3 столбиком и 3 петлями подъема 4 столбика с одним накидом. Мы довязали с вами раппорт узора. Раппорт узора в высоту составляет 8 рядов состоит. Значит, смотрите, изнаночная сторона. Давайте рассмотрим поближе. Ее сразу видно, что это изнаночная. Здесь легко определить. И лицевая сторона. Посмотрите, какой красивый узор. Конечно, расход пряжи здесь большой, потому что здесь идут столбики, и вот эти веерочки состоят из 6 столбиков с одним накидом. Но посмотрите, как он красиво смотрится. Пряжа для вязания подойдет здесь любая. Я думаю, состав здесь не особо имеет значения. Но в любом случае, для того, чтобы выбрать пряжу и смотрелся красивый узор, всегда я рекомендую вязать образцы. Я вам, как обещала, свяжу вместе с вами 9 ряд. Из 9 ряда начинается у нас второй раппорт в высоту. Мы с вами вяжем начало второго раппорта, 9 ряд по счету, 3 воздушные петли подъема, между первым и вторым столбиками с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Далее мы будем вязать узор в шахматном порядке. Значит, между столбиками выпуклыми провязываю 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, и в это же место вяжем еще 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. Находим вершину веерочка, поверх цепочки из 1 воздушной петли вяжем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, между выпуклыми столбиками провязываем веерок. Для начала вяжем 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, и в это же место 3, 4, 5, 6 столбики с одним накидом. Одна воздушная петля. Вершину веерочка провязываю 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, между столбиками провязываю веерочек. Начинается веерок с 3 столбиков с одним накидом, одна воздушная петля, и в это же место провязываю еще 3 столбика с одним накидом, 4, 5 и 6. Одна воздушная петля, заканчиваем вязать ряд. После 3-го столбика между 3-м и 4-м вяжем 2 столбика с одним накидом.
А для того, чтобы вот выпрямить ряд вот по высоте, и чтобы край был ровный, вот я вот этот крайний столбик провязываю в основании третьей петли подъема. Так будет узор лучше смотреться, и край будет ровный. Все, связали с вами первый ряд второго раппорта. Дальше вы можете перемотать видео на начало вязания первого ряда и вяжете, повторяя за мной, с 1 по 8 ряд, либо перематываете видео на начало вязания второго ряда и вяжете все время, повторяя за мной, со 2 по 9 ряд включительно. Начинаем вязать жакет с узора номер 1. Это главный основной узор. Снизу вверх, значит, можно связать 3 деталями. Это 2 полочки, левая и правая, и спина. А можно связать единым полотном. Когда вы вяжете левую, правую полочку и деталь спины вместе, у вас получается начало вязания. Вот в этой точке вяжете все 3 части и возвращаетесь. Вот здесь останавливаете. Далее вяжете поворотными рядами, опять же, все 3 части. У вас при таком способе вязания прямыми и обратными рядами, так же, как мы вязали образец, получается, вяжется единое полотно без швов. Если вы любите все-таки, чтобы у вас смотрелось как фабричное изделие, то можете вязать отдельными деталями и вот в этом месте выполнить сборку. Как соединить детали? По вашей просьбе, многочисленной просьбе, я сняла уже 2 видео. В первом видео я показываю, как при помощи иглы и крючка 4 способа соединения. И буквально недавно сняла еще один способ. Это мой любимый, самый любимый способ, которым я часто пользуюсь. Значит, смотрите, сборка деталей. Мастер-классы. Я оставлю вам 2 видео. Все полезные ссылки, которые вам нужны, вспомогательные, которые упростят вашу работу, всегда смотрите в описании под видео. Под каждым видео есть очень много информации. Вот в этот раздел на моем канале всегда заходите. Я не знаю, как другие блогеры там что размещают. Я не смотрю других блогеров, только фильмы, сериалы. Значит, заглядывайте в описание. После того, как вы довязали до уровня пройм, здесь при вязании единым полотном делите на части и вяжете до плеча, до линии плеча. Вот этот отрезок, высота проймы, она у всех разная, зависит от размера. 18 и даже 24 сантиметра. Я вам оставлю таблицу, где примерно указана высота проймы. Вы для своего размера можете взять значение из этой таблицы и выбрать оптимальное. Высоту, когда довяжете до плечевых, до линии плеча, здесь выполните наметку в этом месте, так же, как я вам показывала в мастер-классе, как соединить детали. И будете уже по результатам примерки регулировать высоту, длину вот этой линии. Вот такой параметр должен быть. 24 это где-то 56-58 размер. На размер 48-50 я вяжу. Значит, тоже зависит от того, какой ширины у меня рукав. 21 до 23,5. Вот этот рукав, вот это число я вяжу, если у меня тип рукава кимоно, это когда вот расширяется оно плавненько. Значит, для кимоно мой любимый рукав, а так среднее значение до 19-21 сантиметр. Вот здесь высота этого отрезка. Ну, по таблице сориентируйтесь. Самый главный, конечно, показатель — это результаты примерки. Если, конечно, вы вяжете на себя, а не на заказ. Далее оформляем вырез горловины. Значит, по схеме идет у нас по модели треугольный вырез, V-образный вырез горловины. Очень многим вам нравится такой вырез. Если именно V-образный надо, читайте схемы, вяжите по схемам.
Если все-таки вы начинающие, только учитесь, тогда свяжите квадратный вырез горловины. В результате обвязки вы можете скруглить вот эти углы. Значит, смотрите, обвязка края. Обвязка края горловины. Плейлист есть у меня на канале, посвящен обвязке края. Значит, плейлист. Целый плейлист, где я для вас сняла попетельные мастер-классы. Уже очень много разных вариантов, способов обвязки есть у меня. Значит, довязали вы до линии формирования выреза горловины. Высота вот этого, глубина выреза также может быть от 8 до 11 сантиметров. 8 это средний, 11 более такой открытый. Ширина вот этого отрезка, общая ширина выреза горловины может быть от 18 до 24 сантиметров. В 24 сантиметра это размер 56-58 российский. Я вяжу на размер 48-50. Вырез горловины у меня будет оптимальное значение 20, я люблю 22 сантиметра. Все зависит от того, какая модель. Если летняя, вяжу 22. Если демисезонный вариант, то 20-21. Тоже определяемся с нашими предпочтениями и желаниями. Значит, с вырезом мы разобрались. Вяжете, значит, из 2 мотков. Лучше вязать одновременно, чтобы одинаково было на нужную высоту. Высота отрезка 8-11 сантиметров. Туда-сюда, вот как мы с вами вязали образец. Туда, обратно, вот так вот вяжете, довязали. Значит, линию плеч по плечам соединили полотно, по бокам соединили и вяжете рукав. Значит, смотрите, рукав. Как можно связать рукав? Значит, можно его связать трубой. Это начинающий. Можно его связать с расширением. Делать прибавки. И также, смотрите, у нас направление узора. Давайте посмотрим. Узор у нас смотрит вот эти веерочки вверх. Если вы будете присоединять рабочую нить в районе проймы, то у вас, получается, узор будет смотреть вниз. Если для вас это не принципиально, направление узоров, то есть вот у нас, когда тело вяжете, направление вязания будет вверх, а если вы вяжете рукав сразу же вот здесь вот по кругу, да, можно вязать по кругу, вот все время, у вас направление вязания рукава будет вниз, узор, и это будет отличаться. Конечно, не все вот это увидят, но опытные вязальщицы сразу на это обратят внимание, потому что мы все в деталях и рассматриваем. При таком узоре я вывязала рукав снизу от запястья, и направление у меня вязания рукава было бы снизу вверх. И потом я здесь также выполнила шов и присоединила его к пройме. Значит, если не умеете делать прибавки, вяжите трубой. Если умеете делать прибавки, прибавляйте через, значит, в зависимости от того, какой ширины вам нужен, сделайте расчеты математическим путем и распределите вот эти по бокам дополнительные столбики, и потом будете их объединять в раппорты. Все, с принципом вязания мы разобрались. Рукав вяжете трубой, пришиваете. Ширина должна рукава в конечной точке быть равна ширине, значит, вот здесь проймы. Получается, что у нас получается? Широкий рукав у основания. Вот здесь вот. Можно, конечно, связать резинку, чтобы стянуть, но лучше, конечно, расширять его и связать изначально с прибавками с обеих сторон. Прибавки вяжутся, значит, в каждом 4-6 ряду, 4-й, 6-й, значит, когда вы с обеих сторон добавляете по одному столбику. То есть вот вы в одну точку, в одну петлю провязываете в каждом 4-м, 6-м ряду по одному дополнительному столбику, и потом в результате этих прибавок у вас столбиков становится больше, и их уже можно будет объединять в раппорты. А из чего состоит раппорт, мы с вами все очень подробно рассмотрели. Значит, вот расширяете полотно в 4-м, в 6-м, потом можно в 8-м ряду за счет прибавок. Ширина вот этого отрезка L равна, то есть общая ширина 2 H, 2 высоты проймы.
Значит, смотрите, если у нас получается здесь 18, допустим, да, высота проймы, то длина вот этого отрезка должна быть 18 умножаем на 2, будет 36 сантиметров. Вот это значение. Так, теперь мы с вами делаем расчеты. То, что вы меня любите. Смотрите, здесь было 3 раппорта. Конечно, можно измерить, какая ширина составляет одного раппорта. Да? Вот по результатам измерения одного раппорта примерно 3 сантиметра. Но лучше, конечно, брать за основу ширину всего образца. Это здесь получается где-то 9,5 сантиметров, 95 миллиметров. Делим у нас здесь получается на 3 раппорта. Так, вот 95 миллиметров. Набирали мы с вами 29 петель. Делаем расчеты. Каждый из вас делает по своим меркам. Значит, нас интересует измерение с фигуры обхват груди. Значит, обхват груди для 50 размера российский составляет примерно, для удобства счета я возьму 100 сантиметров. Так как мы с вами вяжем жакет, можно связать кардиган. Давайте остановимся на жакете, по кардигану другие расчеты делаются. К обхвату груди прибавляем, обязательно прибавляем 4-6 сантиметров на свободу прилегания. И у нас общая ширина должна быть 104-106 сантиметров. Вот в этот показатель мы должны попасть при расчетах. 104-106. Так и напишем вот здесь 104-106 сантиметров по жакету, по самому изделию. Значит, образец. У нас с вами 29 петель. Один раппорт 9 петель. 3 раппорта 29 петель. 95 миллиметров. Здесь примерно 30 миллиметров. Ну, в принципе, все сошлось. Так как у нас 95 и 30, давайте будем считать как для одного раппорта. Возьмем 3 сантиметра, 9 петель. И определяем, сколько же раппортов нам нужно набрать. Делаем расчеты. 106. Максимальное значение возьму. Значит, сколько раппортов должно быть? Считаем раппорты. Потом эти раппорты переведем в петли. Мы для этого 106, это обхват груди плюс прибавка 6 сантиметров на свободу прилегания, делим на 3. Получается значение 50, примерно 35,33. Округляем до 35 раппортов. Теперь мы эти раппорты должны распределить. Значит, так как у нас 3 детали, распределяем следующим образом. Пока делим на 2. 35 делим на 2. Получается 17,5. Мы в таком случае делаем. Оставляем, значит, спина. На спину мы оставим с вами 17 раппортов. Далее 35 минус 17, это у нас спина. Получаем значение 18. 18 это перед. Перед у нас состоит из 2 полочек. Делим на 2. В итоге у нас получается 9 плюс 9. Левая полочка 9 плюс левая, правая 9. Итого вот это общая ширина переда 18 раппортов, а здесь 17. 17 плюс 18 35. Все сходится. Значит, у нас 9, 9 и 17. Мы с вами за счет того, что у нас здесь получилось на 1 раппорт больше, расширяем деталь переда
на один раппорт. Это обязательно необходимо делать при вязании женских жакетов, кардиганов. Для ребенка можно не делать вот эту прибавку. Обычно я на полочке добавляю дополнительно по 1-2 раппорта на свободу, для того, чтобы вот эти полочки вот здесь вот в районе груди, они не расходились, и в районе бедер тоже было смыкание полочек друг с другом. Все, сделали мы с вами расчеты. А теперь вы вот это количество раппортов умножаете на количество петель. Значит, у нас в одном раппорте 9 петель, 81. Значит, воздушная петля, да, цепочка набираете. Здесь умножаете на 9 петель, получается 81 петля. И 17 умножаете на 9 петель, получаем общее количество 153 воздушные петли. Если будете вязать единым полотном, то вот эти все петли складывайте 153 плюс 2 раза по 81, так как 2 полочки, левая и правая. И общее значение у нас будет 315 воздушных петель. Вы набираете цепочку 315 воздушных петель, ну плюс наберите еще 2-3 петли дополнительно для удобства вязания. Это для размера. Это у нас 50-й российский. При обхвате груди 100 сантиметров. Вот по аналогии вы делаете свои расчеты, переводите. Значит, все зависит от того, какой у вас обхват груди. Выполняйте расчеты, все очень просто, и вяжете. Значит, еще крайний момент. Значит, после того, как вы связали вообще всю работу, выполнили плечевые швы, что дальше мы делаем? Прежде чем делать обвязку горловины, есть, конечно, схема в конце видео, как обвязать. Там идет обвязка, состоящая из столбиков без накида с пико. У меня также есть такая обвязка на канале. Здесь еще идет дополнительный элемент, узор. Я его назову узор номер 2. Схема есть, он состоит из 2 рядов. Сейчас я посмотрю схему. Да, схема раппорт узора 2 ряда. Здесь, смотрите, вы выравниваете край по всей длине жакета, вяжете в каждую петлю по 1 столбику с одним накидом. Выравниваете край, у вас направление вязания будет вниз. Здесь вот присоединяете рабочую нить от, допустим, левой полочки, вяжете, значит, вот так вот поворотными рядами по всей длине жакета узором номер 2. Это у вас получается, знаете, как бы резинка это не назовешь, так как она не эластичная и не похожа на резинку, но просто такой элемент, назовем его каймой. Кайма из 2 рядов вяжется просто. Схема есть. Посмотрите, там состоит из столбиков с одним накидом. Узор пико. В общем, я думаю, не стоит разбирать, как вяжется этот узор. В принципе, по схемам несложно разобраться. Я думаю, если не получится, тогда вяжите просто без этой каймы узором номер 1. Значит, вот здесь узор номер 1. Смотрите, мастер-класс. Мы сейчас с вами его вязали. А вот эта часть узором номер 2 связана. Смотрите схемы. В конце видео все есть, либо на Яндекс.Дзене, на моем канале. Сегодня я вам по максимуму выдала информацию, очень подробно. Вы, наверное, устали смотреть мое видео. Я с вами не прощаюсь, жду вас завтра на своем канале. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Подписывайтесь. До новых встреч. Счастья, мира, добра вам. Самое главное, здоровья и творческого вдохновения. Всем пока-пока.